Здравствуйте! Сегодня я расскажу и покажу вам, как готовить самое знаменитое ближневосточное печенье маамуль с начинкой из грецкого ореха. Начинка в этом печенье может быть из любых орехов, а также из фиников. Для изготовления этого печенья нужна специальная формочка, но на самом деле формочка подойдет любая. Главное понять принцип изготовления этой чудесной выпечки. Сначала подробнее остановлюсь на тесте. Для приготовления печенья нам понадобится 1/6 чайной ложки дрожжей, 250 грамм сливочного масла, щепотка мастики, розовая вода, сахарный песок, манная крупа 600 грамм, цветочная вода, 50 миллилитров теплой воды и пажитник. В конце этого видеоролика я еще раз подробнее остановлюсь на ингредиентах. Высыпаю в миску манную крупу, добавляю сахарный песок и все перемешиваю. В эту смесь добавляю ложку пажитника и перемешиваю. Сливочное масло растапливаю в микроволновке. Растопленное и охлажденное сливочное масло добавляю к сухой смеси и все тщательно перемешиваю. Отмеряю 80 мл розовой воды, выливаю ее в стакан и затем отмеряю 30 мл цветочной воды и тоже наливаю в стакан. В этот же стакан высыпаю щепотку измельченной мастики. К теплой воде добавляю дрожжи и перемешиваю. Выливаю в кастрюлю и нагреваю стакан с розовой и цветочной водой и мастикой, доводя до кипения. Вскипевшую жидкость выливаю в сухую смесь и тщательно перемешиваю. В эту же смесь выливаю стакан с дрожжами и перемешиваю. Так я приготовила тесто для печенья. Его я завернула в пленку и оставила отдыхать. Я оставила его отдыхать на час, а оставить его можно и до завтра. Теперь займусь начинкой. Для приготовления начинки нам понадобится 150 граммов грецких орехов, 1 столовая ложка цветочной воды, 100 грамм сахарной пудры и столовая ложка меда. В чоппере измельчаю грецкие орехи с сахарной пудрой. Добавляю ложку цветочной воды. Высыпаю ореховую смесь в миску и добавляю ложку меда. Тесто и начинка готовы, теперь можно приступать к формованию печенья. Принцип изготовления печенья такой. Ложкой отделяю часть теста, скатываю ее в шар. Шар расплющиваю в блин. Высыпаю небольшую часть сахарной пудры в формочку. Сверху в нее выкладываю блин теста. Потом закладываю ложку начинки, сверху накрываю вторым блином, плотно утрамбовываю, затем переворачиваю и сформованное печенье выскакивает из формы. Если печенье плохо извлекается из формы, то можно сначала на форму надавить, чтобы печенье зашло в нее плотнее, а затем просто постучать по столу, и оно спокойно выйдет. Излишки теста можно обрезать.
Печенье сформовано, теперь разогреваю духовку до 180 градусов и убираю в нее выпекаться печенье на 20 минут. Вы смотрите по вашей духовке. Как только печенье приобретут золотистый цвет, вытаскивайте их, они готовы. И мои печенья тоже готовы. Присыпаю их сахарной пудрой. Очень ароматное печенье маамуль, а может быть это даже и пирожное. Хочу попросить вас, чтобы вы не смущались, если вдруг у вас нет розовой и цветочной вод, мастики или пажитника. Воды – это ароматизаторы, их можно заменить любым другим имеющимся у вас, например, ванильной эссенцией. А без мастики и пажитника и вовсе можно обойтись. Ну а я хотела сделать это печенье по всем классическим правилам его изготовления, поэтому использовала все необходимые ингредиенты. Еще раз перечислю все нужные ингредиенты. Для теста манная крупа 600 грамм, сахарный песок полстакана, щепотка мастики, сливочное масло 250 грамм, пажитник 5 грамм, дрожжи щепотка, розовая вода 80 мл, цветочная вода 30 мл, теплая вода 50 мл. Для начинки мне понадобилось 150 граммов грецких орехов, 100 грамм сахарной пудры, 1 столовая ложка меда и 1 столовая ложка цветочной воды. Благодарю вас. Надеюсь, что вам понравится это замечательное печенье. И обязательно готовьте весело.